Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Мусорный монстр. Ох, что-то я больше не могу. Ну, если Кеша наелся, значит, пикник удался на славу. Ой, кажется, дождь начинается. И правда, давайте мусор уберем и домой. Да ладно, в следующий раз. А то вдруг не успеем и под дождь попадем. И вообще, сил сейчас нет, а мусор не убежит. Да, как-нибудь потом. А костер кто будет тушить? Эх! Наконец-то! Погода хорошая. Обожаю пикники. Да, я уже соскучился по сосискам на костре. Ничего себе! Кто-то завалил наше любимое место мусором. Не кто-то, а мы. Точно! Мы же решили в другой раз его убрать. Вот именно, так что за работу. Уберемся после пикника, а то на отдых сил не останется. Кеша дело говорит. Только надо место другое найти. Не сидеть же среди мусора. Вон там под деревом будет здорово. Но после пикника надо обязательно убраться. Да, конечно. Ну что, отдохнули? Пора за уборку. Ну ладно, ладно, сейчас. Да здесь целая гора. И там гора. А давайте весь мусор в одну кучу сгребем. Будет одна общая лесная свалка. Так мы весь лес замусорим. Природу надо беречь. Тученца, не будь занудой. Где-то же надо мусор складывать. От одной свалки ничего с твоей природой не случится. Все за мной! Ну вот, что же делать? Лови, крученый! Саня, ну ты и растяпа. Да я меча не вижу. Темно уже. Пора по домам расходиться. Саня прав. Всем спокойной ночи. Ой, что это там? Это какое-то чудище. Да! Я мусорный монстр. Я пришел за вами. Ха-ха-ха! Не уйдете! Все равно я вас съем! Не надо было мусорить в лесу. Что же теперь делать? Думаю, надо попросить прощения. Точно. Прости нас, мусорный монстр. Мы все уберем. Да, и больше никогда не будем мусорить. Обещаете? Обещаем. Ну ладно. Смотрите у меня. Вы как хотите, а я прям с утра на уборку.
Вот и все. Как хорошо и чисто здесь стало. Видите, это не так уж и сложно. А новый мусор куда бросать будем? Вот сюда. Это для пластика, это для стекла, а это для бумаги. А с этим что делать? Есть у меня одна идейка. Изобрету мусороперерабатывающую машину. Буду мусор превращать во что-нибудь полезное. Здорово! Ну что, на перегонки? О чем говорят птицы? Привет, Тучка! Привет, Лисичка! Чего это вы тут развалились? Здравствуй, Кеша. Мы с Лисичкой слушаем, как птицы поют в вышине среди зеленых ветвей безбрежного леса. Ерунда! Птицы не общаются. Они только чирикают и кукарекают. Цыпа не даст соврать. А мне кажется, они разговаривают. Вот бы понять, о чем? Нет проблем. Скажу, изобретут переводящую машину. Тогда вы поймете, что птичий язык полная бессмыслица. Или поэма невиданной красоты. Представляю вашему вниманию единственную в мире машину для перевода птичьего языка. Переводилка 1. Автор изобретения Иннокентий. Конструктор он же. С какой птицы начнем? О, цапли! Они всегда мне казались подозрительными. Живут на болоте, спят на одной ноге, едят неизвестно что. От них всего можно ожидать. Давайте узнаем, о чем говорят цапли. Я из-за этих комаров ни одной цапли разглядеть не могу. А еще комары кусаются. Ай, Ай, ой, ой, ай, ой-ой-ой, мама! кусайте Тучку. Ай, он вкуснее. Ай, Ай, нам нужна защитная одежда. ой. Сейчас я им скажу кое-что. Ай, ай. Хорошо, что я случайно еще и переводчик на комариный поставил. Ай, 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 ай. Тучка, Лисичка, встаньте слева и справа, чтобы комары до меня не добрались. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ты чего пикаешь? Лисичка, это комариный язык, чего тут непонятного? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ух ты! Волшебство техники! И что ж ты им сказал, Кеша? А, что там за горизонтом живут более вкусные медведи. Странно. Как-то стало тихо вокруг. Комары не пищат, лягушки не квакают. Ну и отлично, наконец можно будет послушать цапель. Кеша, а цапель это тоже нет. Как же так? А где все цапли? Так, сейчас разберемся. Вот, свидетель обнаружен. Сейчас эта подозрительная сова все нам расскажет. Сова, признавайся, что тут у вас на болоте творится? Куда ты подевала всех цапель? Цапли улетели искать еду, ведь все лягушки ушли с болота. А куда ты подевала всех лягушек? Исчезли комары, исчезли лягушки. Лягушки питаются комарами. А, природная пищевая цепочка. Мы ее нарушили. А, мы ее нарушили, мы ее и вернем. Но для этого придется вернуть комаров. Приготовьтесь, начинаю восстанавливать эту вашу цепочку. Ква-ква-ква. Кеша, ты уверен, что комары нас теперь не покусают? Уверен, ква-ква-квучка. Раз лягушки едят комаров, ква-ква, комары должны их катастрофически бояться. Слышите?
Лягушки ква-ква возвращаются. Ура! Значит, и цапли тоже. Прыгайте за мной. Ква-ква-ква. Ты это тоже видишь? Ты про этих чудаков в масках лягушек? Ага, интересно, чего им надо? Кто их разберет? Никогда не считала медведей существами разумными. Большое приключение. Ну что, тученцы, сначала река, потом через лес. Так, а тут залезем на гору. Залезем, а назад как? Не трусь, Тучка. Назад на парашюте. А мы с Цыпой вас дома ждать будем. Я компот сварю. Пошли, Цыпа. Кеша, а почему у тебя такой огромный рюкзак? Ты что, Тучка? В дикой природе всякое может случиться. У меня там куча всякой нужной всячины. Кеша, что случилось? Да все в порядке, Тучка. Винт запутался в водорослях. Сейчас все исправим. Эх, недолет. Ну что сидишь, Тучка? Греби. Помоги нам, большая рыба. Тучка, что за рыбище? Куда она нас тащит? Что происходит? Тучка, что ты сидишь? Тучка, ты это видел? Эту огромную рыбину? Она такая здоровенная и раз так нас и к берегу. Да не трусь ты, Тучка, тут можно ходить. Это же просто болото. Кеша, мы тонем. Тонем. Что бы ты без меня делал, тученце? Сейчас достану свой крюк. А! Я же его в реке утопил. Все, мы тонем, Тучка. Смотри, Кеша, там муравейник. Тучка, какие муравьи? Ты что, не видишь? Мы же тонем. Тучка, ну что ты там делаешь? Ты что, Муравьи, песни муравьи, поешь, что ли? помогите нам выбраться. Муравьи, муравьи, помогите нам выбраться. Кеша, хватайся! Так, еще, давай, да. Так, вот ты, вот так. Такие мелкие, кто бы мог подумать? Это вам спасибо. Позволь нам забраться на тебя, о могучая гора. Тучка, ты что? Это ж гора, она же не живая. Хватит бубнить, давай за мной. Иннокентий, посмотри! Орел! Тученцы, хорош отвлекаться. Нам 2 метра до вершины осталось. Ой! Тучка, спаси меня! Большая птица, спаси моего друга! Тучка, я повис! Тучка! Спаси меня! Твоя птица меня куда-то тащит! Тучка! Птица! Отстань от меня! Лошадку я взяла! О, смотри! Птица-то твоя хорошая! О, красота! Жалко, лисички с нами нет. Ой, ты это видел? Сюрприз! А я вам компот сварила. Все, пора домой. Чур, я первый.
конечно, на парашютах. Да кто это вообще придумал? На этих парашютах. Тучка, а теперь кого ты попросишь нас отвезти на тот берег? Кита? Или там ветер какой? А теперь белая тучка попросит отвезти нас на тот берег. Твой мотор, Кеша. Не, лучше кита. Лесной хулиган. Здесь тоже проходил. Скоро мы его найдем. Тучка, как думаешь, кто он? Ну, судя по следам, это большой восьмилапый паук. Привет! Чего делаете? Обнаружили в нашем лесу следы гигантского паука. Вот, исследуем. Давай с нами. Да ну, скучно. Лучше из рогатки постреляю. О, отличная мишень. Хе-хе. Ой. Лисичка, я нечаянно. Лисичка, ты дома? Ого, пирог. Попробуй один кусочек. Ну вот, сейчас украшу пирог, и можно звать друзей. Ой, мое окно! Саня? О, привет, лисичка. Привет! Ты чего здесь делаешь? Да так, мимо проходил. Может, ты видел, кто разбил окно? Да, это был гигантский восьмилапый паук. Паук? Да, прибежал, разбил окно и вломился в дом. Прямо у меня на глазах. Ничего себе! Что же ему было нужно? Может, дома было что-то вкусное? Точно, мой пирог! Только крошки остались, а я уже мишек на чай позвала. Ну и хулиган этот паук. Да. Хе-хе, поверила. Привет, лисичка. Надеюсь, пирог еще не остыл. Пирога не будет. Как это? Вот так, приходил гигантский восьмилапый паук и все съел. Тучка, ты слышал? Гигантский паук. Это его следы мы сегодня видели. Похоже. А я думал, он безобидный. Нет, настоящий хулиган. Даже окно разбил. Не расстраивайся, лисичка. Мы поймаем этого паука и проучим. Нечего безобразничать в нашем лесу. Ты чего, из гнезда выпал? А-а-а! Эх, бедный птенец. Вот это да! Попался! Саня, ты что, тоже паука ловил? Я? Да. Похоже, вы меня опередили. И что теперь будете с ним делать? Не знаю. Пусть здесь сидит. Завтра разберемся. Паучок, прости. Это из-за меня ты попался. Сейчас я тебя вытащу. А-а-а! Ну вот, что теперь делать? Придется звать на помощь. Кеша! Тучка! Саня! Лисичка! Ты как там оказался? Саня, осторожней! Паук, не смей его трогать! Да нет, он не опасный. Ага, а кто окно разбил? Это я разбил. И пирог съел тоже я. Простите. Как тебе не стыдно? Стыдно, поэтому я и полез его освобождать. Эх ты! Прости нас, паучок! Сейчас мы вас вытащим!
Иди, не бойся. Спасибо вам. Только теперь тебе придется починить окно лисички. И собрать ягоды для нового пирога. Запросто. И паука угостим. Сад для лисички. Привет, лисичка! Привет, мальчики! Ого, какая красивая лавка. Только зачем она тебе тут? Здесь будет мой сад. Сад? Здорово. Да, правда, я пока не придумала, что в нем будет расти. Поэтому решила начать с лавочки. Давай мы тебе поможем. Да, тученцы? Конечно. А ты можешь отдохнуть. Приходи вечером. Здорово! Сварю пока варенье. Пойдем, Цыпа! Так, для начала надо сходить за саженцами. И когда они вырастут? Я лучше сделаю искусственный сад. Быстро, красиво и ухаживать не надо. Тогда давай каждый сделает по-своему. Фух, готово. А я уже давно закончил. Ого! Вот именно. И никаких саженцев. Чистый пластик. Плюс немного фантазии. Вот это да! О таком саде я даже и не мечтала. Спасибо, мальчики! Ну, вообще-то, спасибо, Кеша. А я вон там посадил. Ну, тоже неплохо. Только лавочку я бы немного развернула. Не поможете? Сюда. Ага. Еще немного. Отлично! Вот это вид! Я и не думала, что за день можно такой сад вырастить. Только ты, лисичка, все равно мою часть сада поливай. Конечно, конечно! А мои растения в поливе не нуждаются. Экономия сил и времени. Ух ты! Здорово! Кеш, а сфотографируй нас с Цыпой на фоне сада. Запросто. Ладно, лисичка, наслаждайся садом. А у меня еще дома дела. Пока, Кеша! Как красиво! Ладно, Цыпа, пойдем. Ой, совсем забыла. Надо же Тучкин садик полить. Вот, теперь порядок. Какая погода! Цыпа, пойдем гулять в сад. Ой, совсем не пахнет. Этот тоже? И не отрывается? Странно. Они что, из пластика? Ого, Цыпа, спасибо! Как вкусно пахнет! Где ты его нашел? Ничего себе, как у Тучки все расцвело! Вот это красота! Тученце, ну чего ты встал как вкопанный? Так я и с деревом могу поиграть. Ага, особенно с искусственным. Привет, мальчики! Привет, лисичка! Какой у тебя красивый венок! Это из нашего сада. Что-то я не помню таких цветов. А это с Тучкиной половины. Тучкиной? Да, там все цветы распустились. А запахи просто чудо. Давайте устроим в саду пикник. Ура! Смотрите, какая красота! Зато в моей части сада цветы никогда не завянут. Не завянут, но и новые не распустятся. А еще они совсем не пахнут. Да, этого я не учел. Изобрету искусственные ароматизаторы. Не надо искусственных. Пусть лучше сад будет живым. Только, по-моему, тут чего-то не хватает. Каких-нибудь скульптур, фонтанов, беседки. Кеш,
Может, ты что-то придумаешь? О, это по моей части. Сейчас все будет. Знаете, а ведь и правда, в живом саду гораздо приятнее. Без твоих усилий он бы не был таким уютным. Это точно! Угощайтесь! Удивительное животное. А у нас на севере солнце по полгода не заходит. Это называется полярный день. Здорово! А я знаете, какой однажды цветок вырастила? Вот такие лепестки. И стебель выше меня. Вот это да! Здорово! А я когда в космос летал, такие кометы видел с 3 хвостами. И все светятся. Ничего себе! Ну, Саня, теперь твоя очередь. Удивляй. Ну, вообще-то, все ваши рассказы ерунда. А я вот видел настоящее чудо парнокопытного крылатого тигра-оленя. Вы слышали? Вот умора! Ага, крылатый тигр-олень. Не верите? Ну ладно. Ну что, еще разок в футбол? Надоело. Может, на речку? Да ну! Ребята, я там такое нашел. Вот. Ого! Ничего себе! Следы от копыт. Никогда таких не видел. Что это вы нашли? Следы какие-то непонятные. Чего же тут непонятного? Обычные следы тигра-оленя. О, а вот и его перья. И правда, тигровые. Да мало ли чьи-то перья. Смотрите, а там рога. Ну, конечно, в это время года тигр-олень всегда линяет и сбрасывает рога. Следы, перья, рога. Ха, а вы не верили. Раз тигр-олень существует, мы должны его изучить. Точно. А находки отнесем ко мне в музей. Вот здорово! Похоже, все только начинается. Интересно, а какой у него хвост? Наверное, тигриный. А может, оленей? Скоро мы это выясним. Да, вот бы его поближе рассмотреть. Я придумала. Надо его прикормить. Интересно, чем он питается? Похоже, больше всего тигр-олень любит конфеты. Всем привет! Ну как? Не надоело еще за тигр-оленем гоняться? Кстати, я слышал, что он пироги любит еще больше конфет. Ну все, пока. Вы слышали? Пироги! Пироги? Вот на пирог мы его и поймаем. А вот и он. Ура! Попался! Теперь можно отправить тигр-оленя в зоопарк. Эй, какой зоопарк? Выпустите меня! Ой, у тигра-оленя голос такой знакомый. Неужели это Саня? Значит, никакого тигр-оленя нет? Конечно, нет.
что тигроленей не существует? Да, весело было за ним гоняться. Ладно, тигролень – это выдумка. Но есть такой зверь – ластоногий быкобраз. Ого, невероятно. Правда? Завтра же в экспедицию. Динозаврик. Таким экскаватором мы яму для бассейна за 5 минут выкопаем. Ой, как здорово! Купаться будем! Рыбок золотых туда запустим. Что это там? Застряло. Сейчас мы его. Ого, ничего себе каменюга. Какой огромный. Мальчики, как здорово! Это же яйцо динозавра! Чего? Да ладно тебе, лисичка. Не было никаких динозавров. А вот и были! Да? А давай проверим. А как же это мы проверим? Проверим при помощи машины времени. Поехали! Динозавр! Помогите! Он меня сожрет! Кеша, он тебе ничего не сделает. Он еще маленький. Он ест травку. Лисичка, а ты откуда знаешь? В книжке прочитала. Чего это он? Лисичка! Ты заблудился. Не плачь. Мальчики, ведь мы поможем малышу. Лисичка! Ты что? Тут кругом эти! Лисичка права. Надо помочь этому малышу. Ну, и куда мы идем? Мы идем вон в тот лес на горе. Правда, малыш? Да откуда ты знаешь, куда идти? Кеша, а ты знаешь, куда идти? Конечно, знаю. Так, солнце там. Значит, нам туда. Давайте! Ну что встали? Кеша! Лисичка! Я тебе точно говорю! Нам туда! Кеша! Ящерица пучеглазая! Би-би-би! Да, высоко. И как же нам спуститься? Ну все, надо возвращаться. Так, где тут у нас машина времени? Кеша, ты что? Мы не можем бросить малыша. Ну давайте его с собой возьмем. Травы в нашем лесу полно, пусть живет у нас. Кеша, ты что? Там же его папа и мама. Кеша, ну придумай что-нибудь. Ты же можешь. Ну хватит, не плачь. Ладно, есть тут у меня одна идейка. Вот, прошу всех на борт. Ну, теперь можем и домой возвращаться. Да ладно, чего уж. Ну все, нам пора. До свидания, Дина.
А давайте к нему завтра слетаем. Ну там травы нашей привезем. Сюрприз. Так, что тут у нас? Млечный путь, Луна в созвездии Большой Медведицы. Так, точно! Меркурий в созвездии Гончих Псов. Так это же... Кеша! Кеша, ты что, спишь, что ли? Кеша, проснись, Кеша! Да не сплю я. Так, на секундочку глаза прикрыл. Кеша! Луна в Большой Медведице. Это не я. Кеша, ну не спи. Я все вычислил. Судя по расположению звезд, завтра нас всех ждет удивительный сюрприз. Кеша, ты куда? Домой сюрприз ждать. Ура! Сюрприз! Это ты? Привет, мальчики! А что за сюрприз? Звезды предсказали, что для нас сегодня будет удивительный сюрприз. Вот мы его и ждем. Мы же на лыжах хотели сегодня покататься. Лисичка, некогда нам! Сказали же, сюрприз ждем. Ну не обязательно же дома. Погода такая хорошая. Ну ладно, поехали, Цыпа. На лыжах кататься. А сюрприз кто будет ждать? Точка, а сколько ждать-то надо? А? Не знаю. Я раньше никогда так вот сюрпризов не ждал. Ладно, будем ждать. Класс! Ну что, Цыпа, покатаемся? Ю-ху! Сюрприз! Точка, ты что спишь? Что случилось, Кеша? Что случилось? Ты сюрприз проспал! Он, наверное, уже давно здесь! Его просто поискать надо! Это же, наверное, северное сияние. О, Кеша, смотри, твой турборанец нашелся. Может, это и есть сюрприз? Нет, он не работает. А вот смотри, твоя удочка старая. Ты тогда переживал, что она потерялась? Нет, я тогда себе новую удочку сделал. Еще лучше. Слушай, Кеш, а может, я ошибся? Ну, со звездами. Может, и не было никакого сюрприза. Ой, мальчики, я такое видела, такое! Там северное сияние, и сосульки, и водопад. Северное сияние тут, в нашем лесу. И ты все это видела сама? Не верите? Вот, смотрите, это я, это Цыпа, тут мы с Цыпой. А у вас что? Получили сюрприз? А у нас печенька. Вот.
Цыпа! Бери, я тебе сказал! Отдай наш сюрприз! Цыпа! Богатый улов. Ну что, уже клюет? Не видишь, что ли? Не клюет. Не знаю, я ж первый раз. А у Тучки клюет? Точно, клюет. Ха! Что ты суетишься, Тучка? Тут надо спокойно. Тебе... Клюет! Клюет! Быстро! Все, тяните! Помогите! Огромная рыбина! Здоровенная! Это не считается! Вот вчера я вот такую рыбу поймал. Вы бы видели. Да здесь таких и не водится. Бывают только вот такие. Рыбешки. Вы это видели? Быстро! Тучка! Кеша! Клюет! Тяни! Поймал! И я тоже! Тяжелая какая! Ничего себе! Рыбка! Ребята, мне кажется, она с нами просто поиграть хочет. Лисичка, это же просто рыба. Кеша, я знаю, как ее поймать. Вот как мы ловим рыбу на севере. Надо сесть у воды и закрыть нос лапой. Тучка, зачем мы закрываем нос? Чтобы слиться с белым снегом. Тучка, какой снег летом? Вот она! Цыпа, стой! Есть! Поймал! Ребята, рыба просто... Да погоди ты, лисичка! Ладно, Тучка, я понял. Чтобы поймать рыбу, мы должны все делать как рыба. Мы должны сами стать рыбой. Ну что, лисичка, похожи мы на рыб? Не-а. Ладно, в воде точно будем похожи. Тучка, за мной. Кеша, в этом костюме неудобно плавать. Не знаю, у рыб как-то это легко получается. Смотри, смотри, эта рыба просто издевается над нами. О, есть идея. Подводная рыбалка. Нет, нет, мы построим мега-удочку. Нет, подводная рыбалка. Нет, мега-удочка. Кто последний поймает рыбу, тот морковка. Ребята, рыба просто хочет с нами поиграть. Ага, рыба, иди сюда! Попалась! Ой, Тучка, это ты? А я думал, что ты рыба. Молодец, Иннокентий. Ты можешь отсюда нас выпустить? Да без проблем! Вон рычаг! Сейчас нажму. А, нет, все, не могу. Мальчишки, вы как там оказались? О, лисичка, мы тут застряли. Ты можешь нас вытащить отсюда? Могу! А как? А вот и наша рыба. Что, приплыла над нами посмеяться, да? Спасибо тебе, рыбка. Как же так? Я думал, она смеялась над нами. И вовсе нет. Она просто хотела с нами поиграть.
Ну и жара! Ну и жара сегодня. Ну и жара. Цыпа, дружище, подожди. Сейчас будет попрохладней. Так, и что тут от чего? Красный или синий? Синий или красный? А, выдерну оба. Ну, чтоб уж наверняка. Вот! Так-то лучше будет. Еще холодных напитков из холодильника возьмем. Ого! Не может быть! Даже холодильник испортился! Так это не жара! Это глобальное потепление! Ну что ж, надо делать солнцезаслонятельную машину! Компот принесла. Привет! Да подожди ты со своим компотом! Не видишь, я делаю солнцезаслонятельную машину. Кеш, а зачем тебе солнце заслонять? Зачем? От глобального потепления. Вот, смотри. Например, лежишь ты, загораешь, а если стало слишком жарко, включаешь солнцезаслонятельный аппарат. Чень! Даже в самый жаркий день. Ла-ла-ла-ла. Пожар? Это же где-то у Кеши. Держись, дружище, я спасу тебя. О, Тусь, привет! Компоту хочешь? Привет. Кеша, где горит? Где пожар? Да ничего не горит. Хуже. Глобальное потепление наступает. У меня даже холодильник испортился. Так что же мы стоим? Надо срочно спасать наш лес. Мальчики, ну вы будете пробовать мой компот? Какой компот? Давай! И раз, и два, подружней. Мы еще посмотрим, кто кого. Тученцы, навались. Ох, спасатели. Так, поставлю компот в холодильник. Ой, холодильник выключен. Зачем? Вот так. Теперь хорошо. Давайте! Еще чуток! Еще! И раз, и два. Мальчишки, я домой. Кеш, холодильник я включила в розетку. Компот внутри. Пока! А как же глобальное потепление? Это что? Я сам же и выключил, получается? А мы тут такие, надо лес спасать. Раз, два, навались. Ну и лисичка. Потепление. Теперь у нас начинается